Земля, которую купили братья, выглядела так, будто жизнь покинула ее много лет назад. Заброшенный участок стоял на окраине деревни Линденвуд, где редкие дома терялись среди полей и лесов. Высокая сухая трава, ржавые ворота, кривые столбы забора — все дышало забвением. Но цена была смехотворно мала, и именно это их привлекло. Старый хозяин продал участок и ушел, не оглядываясь. Старший брат Марк был практичным. Он видел в этой земле возможность расчистки и последующей перепродажи. Младший, Лукас, напротив, ощущал, что в этих руинах скрыто нечто большее. Он часто говорил: «Места как это не бывают пустыми». Марк усмехался, но сам не мог избавиться от любопытства. Когда они вошли во двор, пыль поднялась столбом, скрипнула старая калитка. Дом в центре был полуразрушен. Просевшая крыша, заколоченные окна, трещины в стенах. Но особое внимание привлек сарай в глубине участка. Он выглядел гораздо крепче дома, словно построен на века. Ровные доски, целая крыша, массивный ржавый замок. «Смотри, дом гниет, а сарай стоит», — сказал Лукас. «Возможно, там когда-то хранили что-то ценное», — ответил Марк, но голос был неуверенным. Они обошли сарай. Земля у стен была плотнее, запах сырости и железа просачивался через маленькое вентиляционное отверстие. Лукас ощутил странное напряжение, сердце билось чаще. Марк, хотя пытался сохранять хладнокровие, тоже почувствовал странность. К вечеру они решили открыть сарай. Лом вошел в замок, древесина треснула, и дверь подалась. Внутри пыль, запах прелой соломы, ряды старых ящиков, инструменты, покрытые паутиной шкафы. Все выглядело так, будто хозяева ушли в спешке и больше не возвращались. Лукас первым заметил аккуратно сложенные свертки и коробки. В одном сундуке нашли золотые монеты с гербами исчезнувшей империи, старинные украшения, серебряные столовые приборы. Радость соседствовала с тревогой. Все было старинным, но состояние удивительно хорошее. Под драгоценностями нашли пожелтевшие письма офицера времен войны. О трофеях, страхе предательства, надежде вернуться. Последнее письмо заканчивалось словами: «Если со мной что-то случится, пусть найдет это моя кровь». Внизу сундука обнаружили деревянную коробочку с пистолетом и патронами. Теперь все стало ясно. Богатство связано с кровью и тайной прошлого. Лукас и Марк понимали, что нашли нечто большее, чем ценности, путь, который изменит их жизнь. Когда утреннее солнце проникло в сарай, золото засияло ярче, чем ночь. Но тайна осталась, и она уже не собиралась их отпускать.